Все чаще и чаще многие задаются вопросом, как выровнять неровную стяжку, или как исправить трещины, а может еще и как укрепить сыпучую стяжку. А вам не кажется, что как-то много косяков? Нужно исправлять. А подтверждение тому, что я сказал многие, это к тому, что на канале я показал, как выровнять неровную стяжку. И как минимум интересуется этим вопросом 800 тысяч мастеров и не только. Возможно уже и больше. И это я еще не сказал, сколько проема было расширено вверх и вниз перед установкой межкомнатных дверей, благодаря неправильной установке маяков или просто невнимательности. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. Но зачем лепить Горбатова или все эти пироги? Давайте я в этой серии покажу, как с первого раза четко и быстро установить маяки. И конечно же полезные советы и на что необходимо обратить внимание. Ведь если накосячишь в начале, чего можно ожидать в конце? Поэтому приятного вам просмотра. Итак, в предыдущих сериях я показал, как раскатать теплый пол, как собрать коллектор и как рассчитать длину контура. И в заключение этого ролика я приступил обрезать лишнюю теплоизоляцию вдоль стены. Ну да, или понад стеной. И начал крепить демпферную ленту. А вот что такое демпферная лента и для чего она нужна. Полезный совет. Демпферная лента нужна практически везде. Хоть и при плавающей стяжке, хоть и при контактной. Демпферная лента – это полоса из пененного полиэтилена толщиной 10 мм. Бывает и меньше. Функция демпферной ленты – это компенсация линейного расширения, а особенно это важно, когда есть теплый пол. А также используется в качестве шумоизоляции, а точнее отсекает ударный звук. Но это наверное. В основном и в большинстве случаев высота демпферной ленты 100 мм, а есть и больше. А какую приобрести 100 мм или более определяется относительно высоты стяжки и берется с небольшим запасом, чтобы не вымазать стены при заливке. У меня же толщина стяжки будет в среднем 7,5 см. Закрепить демпферную ленту по стене можно при помощи степлера или силикона. Также есть и самоклеющаяся. Но ни в коем случае не крепите демпфер при помощи дюбель-гвоздей, иначе толку от этого демпфера нет от слова совсем. Я же буду крепить и так, и так. Степлер, где стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, так как она мягкая и скобы держатся отлично. А клеем или силиконом, где цементная штукатурка или просто голый кирпич. Большинство производителей рекомендуют демпфер крепить фартуком к стяжке. Я же буду крепить наоборот, фартуком к стене, дабы избежать пустоты в местах примыкания к полу под фартуком, ну или под пленкой. И тут главное хорошо прижать демпфер к полу, чтобы раствор не попал под него. Крепить начинаю от одного из углов, немного с натяжкой, главное сильно не переусердствовать, так как этот материал при определенном усилии легко порвать. В моем же случае первым порвется в местах крепления скобами. Да и степлер желательно настроить так, чтобы он сильно не продавливал скобы, а слегка прижимал. Чтобы не продавить и при этом прижать, скобы нужно брать чуть больше толщины демпферной ленты. Также необходимо обратить внимание, что вначале демпфер сделал стык к углу, а далее я заворачивал без разрезания. И тут нужно хорошо задавить в угол и зафиксировать, чтобы также не было пустоты. Со степлером это сделать вполне реально, а приклеить скорее всего не получится. Только разрезать или прижимать чем-нибудь тяжелым на первое время, пока клей не схватится. И все же проще разрезать в углу. Зазора нет от слова совсем, но при этом также нужно хорошо состыковать. А вот там, где степлером не получается, получится силиконом или клеем. Кстати, для таких случаев подойдет и демпфер с самоклеющейся лентой. Но покупать ради 3 метров такой демпфер не особо выгодно. После того, как закрепил демпфер, также одел утеплитель на трубке теплого пола в местах, где будет разрыв стяжки, так как стяжку буду заливать в 3 этапа, в день по одной комнате, причем заливать буду один. У многих возникнет вопрос, а для чего я так сделал? Все просто, так трубы теплого пола не будут принимать на себя движения, которые возможно будут происходить между двумя бетонными плитами. По сути и по факту их будет 3. Все готово. Можно приступать к установке маяков. Для этого я приобрел маяки толщиной 10 мм, так как они более жесткие относительно 6 мм маяка и меньше будут прогибаться от давления правилом. А также меньше придется делать ляпухов под маяком,
а это значительно увеличивает скорость установки. Конечно же, в самом начале очень важно определиться с толщиной стяжки, обязательно и с учетом финишного напольного покрытия. В моем случае в 3 комнатах будет керамогранит. При этом нужно учитывать и толщину плиточного клея около 3 мм. Это очень важно, так как финишные напольные покрытия бывают разной толщины. И для каждого напольного покрытия нужен свой уровень стяжки, будто линолеум, плитка или ламинат, или плитку состыковать с ламинатом, чтобы в дальнейшем можно было выйти в одну плоскость и сделать аккуратненький шовчик, который практически будет незаметный, а не то, что впихнуть туда порожек непонятной формы, ну и как будто это будет красиво. Также не забываем про высоту дверных проемов с учетом дверного полотна, коробки и зазора для пены, но и зазор под дверью. И по большей степени от этого и отталкивайся. У меня же дверей не будет, будут дверные порталы из доборов, которые, кстати, покажу, как сделать. Единственное, если можно назвать это дверью, будет установлена дверь-гармошка между кухней и проходной комнатой, так как она была установлена ранее и ей пользовались очень редко, только в случае приготовления пищи. И в чем плюс этой гармошки, ее можно подпилить по высоте настолько, сколько нужно. Для того, чтобы быстро и точно определить уровень стяжки, очень сильно выручает лазерный осипостроитель. Поставил, включил и картина сразу становится ясной. Черновая стяжка у меня максимально в уровне, об этом я говорил в предыдущих роликах. И это заметно по верху демпферной ленты, конечно, если вы обратили на это внимание. В чем плюс максимально ровной черновой стяжки? Не нужно искать самую высокую или самую низкую точку, а от нее уже плясать и задавать толщину стяжки, подгонять демпфер, допустим брать не 100 мм, как у меня, так как я знаю, что выше демпфера нигде не будет стяжка. Есть еще небольшой запас, чтобы не вымазать стены. А когда черновой пол неровный, нужно сначала промерять, находить самую высокую и самую низкую точку, а затем, исходя из замеров, подбирать демпфер, а возможно нарезать его самому. А когда черновой пол в уровне, также проще определить количество материала. И все идет друг за другом, поэтому рекомендую заливать черновую стяжку сразу максимально в уровне. В дальнейшем же самим же будет легче и проще. У меня же задача была сохранить уровень пола, как он был с самого начала. Первая причина, чтобы не переносить котел. Есть отметка, это уровень прошлых деревянных полов. Теперь к этой метке подставляю плитку и пластину с учетом плиточного клея в 3 либо 4 мм и делаю метку. Но на самом деле лучше сделать на 1 мм ниже, чем выше. Будет возможность поднять котел. А вот опустить это уже будет проблема, если залить стяжку выше заданного уровня. Но и также нужно учитывать толщину маяка. И еще одна отметка ниже нулевого уровня стяжки на 10 мм. Установив лазерный осипостроитель посередине комнаты, без каких-либо подкладок или какого-нибудь мини-подъемника, а просто на пол. На самом деле это не так удобно, потому что где-то нужно будет приподнять осипостроитель, а где-то опустить. Опять же, поднять не проблема. А вот даже если попробовать опустить на те же пару миллиметров, это уже будет проблема. Поэтому от самой нижней отметки я отступаю вверх 10 см, не более, потому что чем выше и больше расстояние от точки опоры до лазерной линии, тем больше может быть погрешность. А вот от этой нулевой отметки теперь я буду выставлять дюбеля. Дюбель-гвоздь в качестве опоры для маяка. И теперь я переношу лазер в самый центр. Это проходная комната. Выставляю, поднимаю и совмещаю луч с нулевой отметкой в кухне. Эта отметка должна быть во всех 3 комнатах. Так как чем дальше от лазера, тем толще луч. И если в первой комнате получится четко установить, даже если бы не было перегородок, то в гостевой есть вероятность накосячить пару миллиметров как минимум. Так что лазерный осипостроитель должен находиться максимально по центру, если это одно большое помещение. Так луч тоньше и погрешность соответственно. А так как я поднял лазерный осипостроитель от чернового пола приблизительно на 6 см, с помощью подкладок разной толщины легко можно поднять или опустить до заданной отметки. Мне же приходилось только поднимать. Маяки я буду устанавливать по ширине комнаты, а не по длине. Так мне будет удобнее заливать, как мне кажется. Да и стыковать маяки не придется. Поэтому замеряю расстояние от стены до стены и раскладываю маяки. Хорошо и проще, как у меня, если стены параллельны, но в каждой комнате это расстояние немного отличается. Поэтому каждую комнату промеряю по отдельности. Но сначала лучше разметить, где установить маяки. Для этого разделил комнату ориентировочно на равные расстояния. Лучше не больше 1,5 метров и не меньше 1 метра.
Но для первого и последнего маяка отступил от стены в районе 15 сантиметров, но не меньше. А в реальности между маяками получилось сделать около 120-130 сантиметров. Опять же, все зависит, каким правилом вам удобнее работать и какое хотя бы есть в наличии. Но скажу так, делать подрезку слишком длинным правилом – это то еще удовольствие. Поэтому рекомендую не перебарщивать. Далее нарезал маяки по нужной длине и разложил по своим местам. И теперь главное только на них не наступить. Беру в руки перст буром 6 мм и насверливаю отверстие вдоль маяка. Также с торца отступаю от стены около 8 см и при этом немного отступаю от трубы теплого пола. А далее насверливаю на расстоянии от 50 до 60 см. Опять же, главное не рядом с трубой. Как я уже говорил, бур имеет свойство ломаться и как назло воткнуться в трубу. И в дополнение к предыдущему ролику, также в чем плюс подложки для теплого пола с разметкой, не нужно бегать с рулеткой, и это значительно ускоряет процесс установки маяков. Забыл сказать, что не всегда приходится применять бур 6 мм, так как дюбеля бывают и длиннее, и не 6 мм, а 8 мм и так далее. Все зависит от высоты стяжки. А почему я выбрал именно дюбель 6 мм? Да все просто. Он дешевле, и этого вполне достаточно для такой небольшой высоты стяжки. Отверстие насверлил, бур, как ни странно, стер, так как черновой пол заливал на совесть. Далее собираю крепеж. Вместо клямера буду использовать вязальную проволоку, старый и надежный дедовский способ. Нарезаю кусочки проволоки длиной не меньше 10 см, центрую, делаю пару оборотов вокруг под шляпкой самореза и делаю рожки, которыми и буду крепить или фиксировать маяк к саморезу. Главное учитывать тот момент, чтобы проволока в момент фиксации не соскочила. Поэтому зажимать вокруг самореза нужно нормально, и чем мягче проволока, тем проще с ней работать. Заготовки в сторону, теперь устанавливаю осипостроитель по центру комнаты. Совмещаю луч с отметкой по стене, которую я нарисовал ранее, и еще раз проверяю по уголку. От луча до головки самореза должно быть 11 см, как я уже говорил, плюс маяк, а в итоге получится 10 см. Далее вставляю дюбель в отверстие. Выставляю пластиковую часть изначально так, чтобы в готовом и выставленном дюбелем саморез был практически закручен до упора, чтобы при надавливании правилом саморез не опустился вниз. И это важный момент. Выставлять можно как при помощи отвертки, так и при помощи шуруповерта. Но шуруповерт, конечно же, выигрывает по скорости, да и рука не так устает. Да, можно было взять длинную биту, сделать отметку на бите и закручивать по линии, не делая при этом лишние движения. Но скорость больше, но и погрешность тоже. Поэтому выставляю уголком относительно верхушки самореза, так как маяк будет зафиксирован именно по верху. Почему по уголку? Потому что бывают такие шляпки, где бита может погружаться либо глубже, либо наоборот. И все равно придется проверять. А так, если честно, я просто забыл удлинитель. С ним, конечно же, было чуть быстрее. Это из того же принципа, как я устанавливал маяки на стену. Но и опять же, я потом все равно все повторно проверял. Итак, в одной комнате выставил все дюбеля. Далее переношу осипостроитель в другую комнату. Совмещаю луч осипостроителя с отметкой на стене и продолжаю заниматься тем же. И так, пока не выставлю все саморезы во всех трех комнатах. В общем, таким нехитрым способом выставил все дюбеля по уровню.
Ну а перед тем как зафиксировать маяки по саморезам, я заранее подготовил сетку там, где утепленные трубы. И стяжка в этих местах будет гораздо тоньше, чем везде. Тут же будет около 3 см. А благодаря сетке получится проармировать эти полосы и избежать разрыва и трещин. Сетку я использовал ту же, что и при оштукатуривании дымохода. Если была толще, то это было бы лучше, но скажу наперед, и с этой тоже получился хороший результат. Обратно разложил маяки и приступил к их фиксации по верхушкам самореза. Так как маяк перфорированный, то продеть проволоку в отверстие не составит труда. Сначала слегка насаживаю все, а потом до упора прижимаю и загибаю проволоку в сторону. Получается простое и надежное соединение. Скажу так, при демонтаже маяков после заливки стяжки с таким способом демонтаж очень легкий, нежели с клаймерами. А что по поводу экономии? Конечно же, проволока обходится гораздо дешевле. К тому же она осталась после заливки черновой стяжки. Скажем так, безотходное производство. Но не спешите, перед тем как определиться со способом крепления маяка, нужно убедиться, что отверстия на маяке все на месте, а не довыбитые, как это иногда бывает. В таких случаях только клаймеры или вообще без ничего, только сразу на раствор, но возможно будут косяки. А когда зафиксировал все маяки, повторно проверяю, чтобы не было косяков, которые даже если и будут, то легко устранить на ранних этапах, как говорится, не отходя от кассы, а уже не после заливки. И как вы можете заметить, все четко. Но если так оставить, то при заливке стяжки будут прогибы между точками опоры. Поэтому замешиваю цементно-песчаный раствор по частям 1 к 4, как и для стяжки, но более густой, чтобы не было усадок. Но ни в коем случае не примораживайте гипсом или гипсовой штукатуркой, так как в такой последовательности эти материалы не дружат между собой. По-любому появятся трещины в этих местах, где ляпы из гипса. Не верите? Смотрите сами. Мало того, что трещина, мало того, что никакого сцепления. Но думаю, для размышления этого будет достаточно. А вот если бы наоборот, то нет никаких проблем. Но вопрос зачем? Ведь и так все отлично получается. Поэтому заливаем цементно-песчаным раствором, значит и фиксируем тем же. Но при этом фиксирую не по саморезам, а рядом, чтобы дюбеля были видны. В случае, если наступить или сбить нечаянно маяк, да, и такое бывает, как бы этого не хотелось, чтобы не демонтировать маяк полностью и искать дюбель в застывшем растворе, легко можно было заменить кусочек, без всяких проблем и без лишних долблений. Но все же лучше не сбивать маяк и смотреть под ноги. Многие маяк фиксируют раствором сплошную по всей длине. Но зачем? Ведь и при таком количестве пятаков маяк держится достаточно крепко. А также при сплошной фиксации вы каждую плиту отделяете друг от друга, и каждая полоса живет своей жизнью. А с пятаками каждая полоса связывается между собой, и с наибольшей вероятностью трещины здесь не будет. Зафиксировав все маяки, точнее только в кухне, опять же повторно проверяю. Если все четко, а у меня конечно же все получилось четко, я поехал домой. Так как было уже поздно, да и на самом деле устанавливать маяки я начал не с самого утра. А уже на утро следующего дня я продолжил в других комнатах, а пятаки на кухне подстывали и раствор набирал прочность. А это лишним не будет, так как если поспешить, можно пятаки расшебуршить и повторять все заново. Опять же, это время, которое нужно использовать с пользой, а не бесполезно. Чего я очень не люблю, так это заниматься переделками. Лазерному оси-построителю я хоть и доверяю, но пузырьковым уровнем все равно повторно проверяю. Ну и в завершение уделил внимание канализационной трубе, вырезав отверстие в сетке и вставил кусок 50 трубы. При этом обернул в утеплитель, чтобы после заливки и укладки плитки можно было вытащить и четко подогнать в нужный уровень с чистовым полом. В общем, все готово. Самое время подготовиться к заливке. Так, средняя толщина стяжки во всех комнатах 7,5 см. Это отличная толщина стяжки для теплого пола. Все, как вы можете заметить по уровню. И также проверил плоскость между комнатами, чтобы правило не болталось на 3-4 маяках.
Ну а пока я занимаюсь подготовкой, самое время написать комментарий, поделиться своим мнением. И если ролик действительно полезный, то рекомендую подписаться на канал, так как в следующей серии я покажу процесс заливки. В общем, много чего интересного. Скоро увидимся.